С вами Muse1 и это обзор новой версии виджета Remove Site. Виджет предназначен для удаления сайта с хостинга через браузер. Пригодится тем, кто разрабатывает сайты на заказ и заливает их сразу на хостинг заказчика. Если вы залили сайт на хостинг заказчика, а он вам не оплатил полностью работу и заблокировал доступ к хостингу, с помощью этого виджета вы можете открыть сайт через браузер, нажать заданное сочетание клавиш и сайт будет удален. В новой версии виджета немного изменились настройки и была улучшена безопасность. Теперь вы можете задавать пароль как в самом виджете. В этом случае он будет храниться на стороне клиента в коде страницы, и это не совсем безопасно. И также вы можете задавать пароль в PHP файле, то есть перед прикреплением PHP файла вам нужно будет его открыть, задать там пароль, сохранить файл, а потом уже прикрепить его. И также установить соответствующий параметр в настройках виджета – хранение на стороне сервера. В этом случае пароль будет храниться на стороне сервера, и ни один посторонний человек не сможет запустить виджет с сайта, не зная пароль. Ну и для запуска самого виджета с сайта вы можете задать сочетание клавиш, по нажатию на которые откроется всплывающее окно с интерфейсом виджета. Посмотрим, как это работает. Я буду показывать на примере сайта, залитого на локальный сервер. Нажимаем заданное в виджете сочетание клавиш, вводим пароль. По умолчанию в PHP файле задан пароль-паспорт. Входим, и если не менять настройки по умолчанию, все файлы сайта будут удалены. На локальном сервере мой сайт располагается в папке тест, а сам PHP файл находится в папке assets. То есть для того, чтобы нам удалить все файлы сервера, нам нужно подняться на уровень вверх из папки assets, и отсюда все файлы будут удалены. Для того, чтобы перейти на уровень вверх, в поле ввода нужно задать две точки слэш. То есть в этом поле ввода указывается относительный путь к папке, из которой будут удалены все файлы. Путь указывается относительно файла remove site PHP. То есть мы поднимаемся на уровень вверх из папки assets, и все файлы будут удалены. Нажимаем на кнопку, видим, что в статусной строке написано, что файлы были удалены. Смотрим, в папке тест файлов больше нет. Если мы сейчас обновим страницу, видим, что сайт больше недоступен. Сейчас я перезалил сайт, снова вызываю окно виджета, ввожу пароль. И теперь попробуем удалить не все файлы сервера, а только из определенной папки. Например, из папки Images. Для этого нам нужно подняться на уровень вверх относительно PHP файла и указать путь к папке Images, из которой все файлы будут удалены. Для этого прописываем две точки слэш Images. Нажимаем удалить, видим, что файлы успешно удалены, проверяем, заходим в папку, видим, что изображений больше нет. Обновляем страницу, да, изображения больше на сайт не подгружаются. Заказать данный виджет вы можете, перейдя на сайт Muse1. Здесь же на сайте я рекомендую вам включить оповещение, нажимаете зеленый значок оповещение разрешить. Всегда разрешать на этом сайте. В этом случае вы будете подписаны на push-уведомления, которые будут появляться у вас на рабочем столе в нижнем правом углу экрана, даже если сайт Muse1 у вас закрыт. Через эти уведомления вы будете всегда узнавать о новых виджетах от Muse1 и не пропустите обновления уже вышедших виджетов. Также виджет можно заказать из группы Muse1 ВКонтакте. Нажимаете кнопку «Написать сообщение», либо переходите на мою страницу и отправляете сообщение мне в личку, нажав на ссылку в разделе «Контакты». Здесь же в группе вы можете скачать бесплатные виджеты от Muse1, переходите в раздел «Товары». В разделе «Товары» выложены только бесплатные виджеты. Открываете нужный виджет и в описании переходите по ссылке для его скачивания. Также у нас есть чат в Telegram. Ссылку вы можете найти в группе Muse1 ВКонтакте в разделе «Ссылки». Это самый большой чат по Adobe Muse. Там вы всегда можете получить оперативно ответы на свои вопросы. И думаю, что там же в Telegram я скоро разыграю одну копию виджета Remove Site версия 1.1. И здесь же в ссылках можно перейти на мой личный сайт и посмотреть виджеты на заказ. Если вам требуется виджет на заказ, скрипт, конфигуратор, калькулятор, можно посмотреть уже разработанные виджеты на заказ на моем сайте. Переходите по ссылке и можно в реальном времени посмотреть, как работает тот или иной виджет.